Приветствую вас на своем канале Керменбай. И в этом видео я решил заснять диагностику Passat B3. Очередную, можно даже так сказать, диагностику. Потому что я уже не первый раз диагностирую. Вдруг кому-нибудь данная диагностика поможет. И кто-то тоже захочет для данной диагностики собрать такой комплект, который есть у меня. И для нашей диагностики нам нужно будет ноутбук. Да, не какой-нибудь там простой и обыкновенный ноутбук. Дальше зарядка от ноутбука, так как у нас в нашем ноутбуке не работает батарея. Ну, то есть ее там, по-моему, вообще нету. Вот такая длиннющая зарядка. Сейчас это все буду распутывать. Дальше нам нужно будет вот такой диагностический сканер специальный. Мы покупали его на AliExpress. Он недорогой, называется Wacom 409.1. Но это еще не все. Так, где наш переходник? Что, его потерял? Да, я потерял переходник. Пойду найду. Вот я нашел переходник. Вот такой переходничок. Все тоже покупалось на AliExpress. Дальше нам нужно будет вот такой стабилизатор. Нет, это не стабилизатор. Power конвектор. Конвектор или инвектор на 200 ватт. 200 ватт. Для чего он нам нужен? Чтобы с 12 вольт, вот написано даже, с 12 вольт сделать 220. Короче, чтобы подключить наш ноутбук. Запитать ноутбук, лучше, наверное, так сказать. Короче, с чего даже начать, даже не знаю. Все это проделал я уже не один раз. Короче, погнали. Так, придется все делать одной рукой. Вынимаем нашу прикурку. Подключаем наш преобразователь с 12 на 220 вольт. Дальше. Блин, слишком много проводов, чтобы самому не запутаться. Надо, наверное, половинку отложить. Зарядка. Зарядка запутанная. Питание у нас здесь. Подключили мы. Можно откинуть в сторону. Сюда. Вот наша главная, где ничего не замкнуть. Подключаем наш старый, но надежный ноутбук. Вот запустили мы наш ноутбук. Можно, пока наш ноутбук загружается, подключать наш диагностический сканер. Здесь, кстати, на данном ноутбуке нету драйверов, но это уже установлю без показа. Вот, загорелась лампочка, то есть питание уже поступает. Ноутбук, кстати, работает от 12 вольт, от прикуривателя. Вот такой у нас диагностический сканер с таким же переходником. Некоторые подписчики писали, чтобы я сделал напрямую. Возможно, в каком-то видео я это буду делать. По крайней мере, постараюсь это сделать, чтобы можно было, как в теперешних иномарках, без этого переходника, сразу же... Да что ж такое, его не достать. Сразу же подключаешь его в машину и диагностируешь. Ну, так как у нас Passat B3 со стандартными выходами, и нам нужен вот такой переходничок. Покажу, что для чего. Возможно, кто-то еще не видел данной диагностики. Вот у нас программа уже установлена, Вася Диагност. Если будет видно на камеру. Да, я думаю, видно будет. Вот и смотрим, что наш драйвер не установлен. А в принципе тут, по-моему, недолго его установить. Нажимаю обновление.
этом компьютере. Наши драйвера находятся вот на рабочем столе. Автоматически нашло почти. Идет установка. Все равно установить данный драйвер. Идет установка. Должна произойти все быстро. Должно произойти все быстро. Данная установка драйвера для нашего сканера. Без этого драйвера не будет работать наш сканер. Ну, естественно, не продиагностируем наш автомобиль. Это должна быть быстрая установка. А, вот она. Вот, все, наш драйвер установлен. Все отлично. Запускаем нашу программу. Васька с диагностом. Вася диагност. Версия 1.1. Нужно сделать предварительный тест. Я буду угадывать. Здесь нужно выбрать ком. Ком 2 или ком 3. Я выберу ком 3 и посмотрю, угадал я или нет. Адаптер, статус порта ОК не найден. Вроде бы этот и нужен нам. Сейчас второй включим. На всякий случай. Вот, порт не существует. Адаптер не найден. Значит, у нас третий. Третий будет ком. Еще раз тестируем. Окей. Все окей. Что-то тут. Винокона. Ладно, все. Дальше что мы делаем? Нам нужно подключить наш сканер к автомобилю. Включаем нейтралку, а можно даже вторую передачу. Мы заводить автомобиль не будем. Вот здесь, видите? Все здесь вот спрятано. И вот они. Вот они. Наши диагностические штекера, или как их назвать-то? Короче, называйте как хотите. Ну и тут подключение простое. Черное к черному. Черное к черному. Что не так? А не так. Я думаю, что оно не влазит. Вот, кстати, здесь плюс и минус на фишке написано. Здесь запитывает что-то. Что-то не влазишь. В лес. Задали. Задали. Не вижу. Вот сейчас вижу. Так, а этот тоже нужно перевернуть. Тут, короче, не шибанешь. Тут все по таких разъемам. Не разъемам, а пазам, что ли, да. Пускай будет так, по пазам. Не шибанешь, короче. Так, дальше для диагностики нам нужно включить зажигание. Зажигание включено. Дальше возвращаемся к ноутбуку. Короче, музыку вырубили. Дальше у нас, короче, все у нас подключено. Смотрите. Вот эти разъемы идут уже с самого автомобиля, через переходник. Сканер наш китайский, который мы покупали на Алиэкспресс. Если кому нужно будет, ссылочки на данные переходники или сканер. Ноутбук, я думаю, уже там найдете по месту жительства. Пишите обязательно комментарии. Я оставлю ссылочки обязательно, если кому, конечно, надо. Все, так, еще раз сделаем диагностику. Мы все-таки подключились к автомобилю. Сейчас должно совсем другое показать. Если мы правильно, конечно, подключились. Все, нажали мы тест. Все, статус порта окей, адаптер найден. То есть можно диагностировать и сохраняем нашу настройку. Выбираем дальше электроника двигателя. И ждем подключения. Здесь должно все загореться, какой у нас МОН-впрыск, какой автомобиль, ну или что-то такое. Вот у нас 1.8 R4 Mono D21. Что это обозначает? Хрен его знает. ВАК номер какой-то. Может, мозга, что ли, или как там его. Короче, дальше мы нажимаем коды неисправности. Не знаю, будет видно, не будет. Все мы продиагностировали. Диагностируется очень быстро. И у нас есть одна ошибка. Датчик холла
G40, нет сигнала. Ну вот нормально, так как наш автомобиль не заведен. Когда мы заведем автомобиль, наш датчик холла, естественно, начнет работать, и ошибка уйдет. Но еще что можно сделать? Бывает, что наш автомобиль выдуривается, там, подтраивает что-то там, непоняткой какие-то там, ну, нестабильно работает движок. Что можно сделать даже, если, например, у вас нет ошибок, можно сделать очистку здесь. Если будет видно на камеру, вот здесь можно сделать очистку. То есть, если мы нажмем на эту кнопку, она очистит ошибки, то ли скрытые, то ли что. Ну, я это делал, я, кстати, экспериментировал. Тоже у меня не было ошибок. И я заводил автомобиль, что-то там подтраивало, как-то там поддергивался. Я взял, все равно нажал эту очистку. И что произошло? Автомобиль после данной очистки стал работать стабильно. Почему? Я только могу сказать свою логику, что ли. Потому что очистилось какие-то ошибки, может, скрытые какие-нибудь. Возможно, данная программа не все ошибки видит. Скорее всего, при нажатии вот этой кнопки сбивает в нулевое положение наш мозг. Ну, то есть не мой, а в данном автомобиле в Passat B3. И, естественно, после того, как мы делаем очистку, там есть ошибки, у вас нету, если захотите сделать эту очистку, обязательно нужно наш автомобиль заводить по инструкции. Как это делать? Просто завести автомобиль, не трогая лапку газа. На холостых заводим автомобиль, прогревается где-то минут 10, желательно 15, а потом уже можно ездить на данном автомобиле. Потому что наш мозг, то есть в автомобиле, делает какую-то адаптацию во время вот этого прогрева изначально. Все делается на холодную. И все, автомобиль должен у вас работать нормально, если нету внешних каких-нибудь повреждений каких-то датчиках. В принципе, вот и вся диагностика. Я узнал, что в моем автомобиле проблем нету. В принципе, мотор работал все нормально, без проблем. Но на всякий случай, вдруг, к примеру, если у вас выходит из строя датчик лямбда-зона, то, естественно, без компьютера, в принципе, вы даже и не узнаете об этом. Можно только услышать запах, характерный запах бензина при заведенном автомобиле, конечно же. И, конечно, по расходу топлива вы только можете заметить. Ну, естественно, если где-то, к примеру, у меня был случай, тоже начал автомобиль непонятно работать. Ну что гадать, опять покупать датчики по-новому, что-то делать, ну, это лишние растраты денег. Лучше купить вот такой сканер. Сколько я отдал, по-моему, $6 или около того. Переходник, по-моему, $4. Ну, за все я отдал, пускай $10. Пускай $10. Вы смотрите, насколько я экономлю. Я просто подключаю этот данный сканер к компьютеру, диагностирую и спокойно вижу, какой датчик у меня вышел со строя. Я просто его купил, заменил тот датчик, который мне показал компьютер, и поехал, так как у меня было однажды. У меня в Монику вышел датчик, который меряет температуру воздуха, который поступает в Моник. Там, который сверху, не буду разбирать. Кто занимается, кто разбирал Моник, тот поймет, про который датчик говорю. И без данной диагностики я не знаю, как узнать, что тот датчик вышел из строя. Я сделал обыкновенную диагностику, увидел, что данный датчик у меня сломался, ну, то есть вышел со строя. Я его спокойно купил, хотя, в принципе, я не покупал, у меня есть запасной моноцелый спрыск, я просто его взял со своего старого моновпрыска, заменил его, сделал опять диагностику, ошибка ушла, завел автомобиль. Автомобиль начал работать ровно, без проблем. И все дела. Ну и экономию считайте сами. В принципе, на этом все. Напоминаю, что я диагностировал,
Passat B3 91 года выпуска, 1.8 бензин. Диагностика прошла успешно. Та ошибка, которая пишет датчик холла, это нормально, так как наш автомобиль не заведенный. Всем спасибо за просмотр. Если кому что-то помог, обязательно поставьте лайк, не жалейте. Ведь я старался для вас. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.